Здравствуйте! Сначала я хочу поздравить всех женщин и девушек с прошедшим 8 марта. Желаю вам всех женских благ, здоровья, любви и счастья. И пусть ваши парни, мужья и детки всегда вас радуют. Итак, наверняка вы слышали об аурокамере или даже проверялись на этой штуке. Если вы хотите немного больше об этом узнать, чтобы вас не обманывали и не пугали несуществующими проблемами консультанты аурокамеры, дочитайте или дослушайте внимательно до конца. Что она показывает и насколько это может быть нам полезно? Выглядит это устройство так. Это обычный компьютер, на котором стоит программа для аурокамеры, сенсорная панель, которая считывает с ладони импульсы, и веб-камера для фото. Сначала запускают на компьютере программу, затем вы ложите левую ладонь на сенсор, минуту идет считывание импульсов, потом на экране вы видите вот такую картинку. Тут показывается общее состояние вашей энергетики, цветотип и размер ауры, форма чакр и еще несколько графиков. Честно говоря, никогда не обращал внимания на графики уровень расслабления, уровень энергии, эмоциометр и состояние тела и разума. До сих пор не понимаю их правдивости и полезности. А вот графики баланса энергии инь-янь и распределения энергии разум, дух, тело показывают достаточно точную картину. Еще одна очень полезная опция. При клике на одну из вкладок снизу вы можете посмотреть уровень энергии в каждой чакре по отдельности, а также условный размер ауры и цветотип в данный период времени. График баланс ауры и чакр тоже непонятная для меня штука, и я не обращаю на него внимания. Например, на рисунке выше видно, что у человека 4-я чакра анахата, сердечная, на данный момент расходует очень много энергии, 90 единиц. То есть она работает практически на пределе. При этом уровень энергии всех остальных чакр идет в разнобой. Такая картинка не совсем нормальная, если это происходит регулярно. Уровень энергии на всех чакрах должен быть более-менее одинаковый. А вот 1-я чакра, Муладхара, копчиковая, практически лежит, 20 единиц. Это тоже нездоровое состояние чакры. Возможно, человек в это время был сильно взволнован, долго жил на эмоциях или не может решить какую-то задачу из разряда чувств. Поэтому сердечная чакра у него сильно перевозбуждена. А лежачая 1-я чакра говорит о том, что по какой-то причине она закрыта и получает очень мало материальной энергии янь, энергии Земли. И если такая ситуация повторяется часто, это значит, что с 1-й чакрой есть проблемы, и нужно срочно разбираться с причинами и исправлять ситуацию. Еще одна нужная и очень полезная чакра, 6-я, аджна-чакра или 3-й глаз. Она отвечает за интуитивное знание, защиту и безопасность, видение сути вещей и многих других полезных способностей. У этого человека она около 40 единиц. Это мало. У тех, у кого хотя бы в минимальной степени работает интуиция, эта чакра работает на 70-80 единиц. Также слева внизу вы увидите условный размер своей ауры. У человека на фотографии он около 50 единиц. В принципе, это нормальный размер для большинства людей, которые живут как все. Но это очень мало для хорошего качества жизни. Для ровного эмоционального состояния, крепкого здоровья и других прелестей жизни размер ауры должен быть хотя бы под 90-100 единиц, если брать шкалу аурокамеры. За дополнительную плату вы получите детальное описание каждого цветотипа ауры. Как по мне, это бесполезная информация. А также фото ауры со всеми графиками. Фотография вам в принципе не нужна, но будет полезна для сравнения, если вы планируете работать над своей энергетикой и проверяться раз в 1-2 месяца, чтобы увидеть, приносят ли пользу все ваши телодвижения. Итак, какую пользу мы можем получить из этого всего и насколько точны данные аурокамеры? Я вижу ауру человека глазами и раньше часто сравнивал то, что вижу, с тем, что показывает аурокамера. Скажу сразу, что это немного разные картинки, хотя основные моменты аурокамера показывает в принципе нормально. По крайней мере, ее показателей хватает для того, чтобы в общем и целом понять,
что сейчас происходит с аурой и нет ли там каких-то критических аномалий. Единственное, чего не хватает, аурокамера не показывает наличие и место присоединения магических воздействий, если они есть. Но она достаточно точно показывает косвенные признаки порчи. Если проблемы есть, аурокамера покажет маленькую разноцветную, ближе к темным тонам ауру, у которой по бокам, под ногами или над головой есть явно заметные срезы, деформации или черные полосы. Еще одним признаком аномалии являются бесформенные, мутные или очень маленькие чакры, а также чакры, на которых мало энергии – 10-15 единиц. Даже перечисленных показателей хватает, чтобы понять, что с аурой есть проблемы. Насколько они серьезные и запущенные, и на что именно направлена порча, это может сказать целитель. Ну и вы, если сосредоточитесь и вспомните, что у вас и где в жизни не так и как давно. Кстати, такие аномальные признаки могут быть не только из-за магических воздействий. Это может быть еще и потому, что вы долгое время живете с чрезмерными страхами и переживаниями, агрессией, стрессами или депрессиями, или непрерывным внутренним диалогом. То есть, если вы ведете нездоровый энергетический образ жизни, который рано или поздно приводит к нарушениям в энергетике. Я много раз проверял себя и своих пациентов на аурокамере, пытался найти ее слабые места. Но, повторюсь, основные моменты она показывает правильно. Например, с помощью одной практики я резко увеличивал себе нижний или верхний поток энергии, и через минуту это отображалось на экране в цифрах. Увеличивался уровень энергии на нужных чакрах и менялся цвет и размер ауры. Проверялся также на пике состояния, в раскачанном в плане энергетики и абсолютно ровном эмоциональном состоянии. Аурокамера показывала ауру лавандово-белого цвета размером 100 единиц, все чакры правильной круглой формы и правильного цвета и практически с одинаковым уровнем энергии под линейку – 60-70 единиц, только третий глаз под 90. Проверялся также в очень убитом состоянии, после месяца сильного переутомления, неправильного образа жизни и без привычных энергетических практик, чисток и медитаций. Размер моей ауры был 50 единиц, цвет индиго или голубой, чакры чуть размыты с уровнем энергии от 30 до 60. Делал еще такие эксперименты. Я проверял, как выглядят люди, которые подвержены страхам и беспокойству. Будучи в ровном и сильном состоянии, я проверился и запомнил все параметры своей ауры. Затем искусственно вызвал себе страх, напридумал что-то, глубоко вошел в роль, реально поверил в него и побыл в страхе минут 10-15. Потом проверился на камере. Моя аура стала сине-зелено-черного цвета и сморщилась со 100 единиц до 40. Практически все чакры потеряли нормальный цвет и форму, и особенно расплющились сердечная чакра и солнечное сплетение, а уровень энергии на этих чакрах прыгал от 10 до 90 единиц. Эти чакры лихорадочно пытались решить проблему страха, поэтому их и колбасило. То есть в состоянии страха я за считанные минуты выжигал тонны жизненной силы и таким образом разрушал свою энергетику. А многие люди живут в таких состояниях годами, так что делайте выводы. Затем я кое-что проделал над собой и через полчаса проверился, нормальные параметры вернулись. Кстати, темный или светлый цветотип ауры зависит не только от уровня энергии на чакрах и размера ауры. Бывает также, что размер ауры большой и на многих чакрах много энергии, и, казалось бы, все должно быть хорошо. Но если 1-2 чакры постоянно лежат, это говорит о том, что в них накапливаются проблемы, через них не проходит энергия. Также плохо, когда ваши чакры неправильного размера, формы или цвета, как, например, на этом рисунке. Это говорит о том, что по какой-то причине эти чакры слабые или больные, например, от неправильного энергетического образа жизни или от магической программы, которая ломает их работу. А идеальные чакры и аура выглядят приблизительно так. Все чакры одинакового размера имеют ровную круглую форму и правильный цвет. Аура большая и светлых тонов.
Нормальное состояние – это когда почти все чакры имеют приблизительно одинаковый уровень энергии по линеечку от 40 единиц и выше. Это говорит о сбалансированной работе всей чакральной системы. Чем больше аура и чем она светлее, тем сильнее и здоровее ваша энергетика. А значит, у вас будет развитая интуиция, прекрасное эмоциональное состояние, крепкое здоровье и непробиваемая энергетическая защита. Ваши желания будут исполняться все чаще и чаще. Именно этого я вам и желаю. Спасибо за внимание. Удачи вам во всех ваших делах.